Друзья, я всех приветствую на канале «В гостях у Мишани». Сегодня мы будем с вами делать очень вкусные пирожки. Кстати, пирожки с ливером. Ливер мы возьмем куриный. Сердечки мы промыли и замочили в холодной воде на 2 часа. Друзья, промыли желудочки и промыли печеночку. Ну вот, друзья, все потрошки мы почистили, привели их в порядок, они чистенькие, без крови. Давайте я поставлю варить. И варить мы начнем желудочки, так как они дольше варятся. Друзья, прежде чем работать с тестом дрожжевым, давайте разбудим наши дрожжи. Мы взяли 8 грамм дрожжей. Взяли столовую ложку сахара. Ребята, здесь у меня 600 грамм просеянной муки. С общего количества взять просто 2 ложки муки. И с общего количества жидкости взять 100 мл воды теплой, примерно градусов 40. Вот так. Ребят, и тщательно перемешать все это. Все это хорошо перемешать. Накроем полотенечком и поставим их в теплое место. Пусть они себе отдыхают. Как раз теплое место это вот здесь у меня. Ребята, желудочки варятся, опару мы сделали. Давайте нарежем лук, потому что нам нужно будет жарить лук для фарша. Лук режьте, как вам удобно. Вот и все. Давайте переложим ее в чашу. Друзья, а мой секретный ингредиент – это сода. Буквально четверть ложечки чайной без горки. А что она делает, эта сода? Нейтрализует кислоту, которая появляется во время брожения. Поэтому у теста, ребята, нет кислого запаха. Тесто становится мягче и воздушней. Пирожки получаются пышные. Корочка получается более румяной. Реакции соды с кислотой. Вот вам кому-то, может, что-то открыл, кто-то уже знал. Рекомендую, попробуйте. Пирожки получаются как пух. Просто за счет правильной реакции выпечка становится более румяной, пышной. И нет запаха кислоты. Ну все. Поставим в стороночку. Пусть дружатся между собой. Да, и можно, я думаю, сразу добавить соль. Соль, ребята, мы взяли чайную ложку с горкой. И тоже хорошо перемешаем с мукой. Ну все, пусть себе дружатся. Вот, друзья, все наши ингредиенты готовы. Нарезали, почистили. Осталось только их собрать. То есть сварить, замесить и пожарить. Пирожки с ливером будут, очень вкусные. Я просто не люблю говяжий ливер, он слишком жирный, ребята. Куриный более нежный. Мы с вами еще в будущем сделаем ливерную колбасу с куриного ливера. Я думаю, она тоже будет очень вкусная. Друзья, дрожжи наши проснулись, задышали. Посмотрите, какая красивая шапочка. Как они продолжают дышать красиво. Видите? Ну, а пара наша готова. Давайте, пока варится желудочек куриный, мы сделаем с вами тесто. Ну вот, друзья, будем делать с вами тесто. Давайте еще раз перемешаем хорошо муку с солью и содой. Сделаем небольшое в центре углубление. Какая у нас опара дышит сейчас. Вот сейчас кисловатый запах идет, потому что опара дышит.
углекислый газ выходит, а сода будет его гасить. Значит так, мы взяли, добавили опару, остальную часть воды. Ребята, мы брали 260 миллилитров воды на 600 грамм муки и 3 столовые ложки подсолнечного масла. Немного сейчас. И начнем, раньше ложкой начнем вымешивать, а когда соберем муку, начнем руками вымешивать. Тесто, ребята, не должно быть забитое. Пусть даже немножко клеится, но забитым оно не должно быть. Тесто должно быть легкое, пушистое на пирожках. Насчет воды смотрите по своей муке, потому что есть мука, которая более влажная, а есть мука менее влажная. Ну и будем вымешивать руками. Маслице подсолнечное поставим возле нас и будем вымешивать. И поставим его в теплое место, пусть поднимается. Да, давайте вам поможем, давайте края чаши смажем маслицем, чтобы было легче подниматься тесту. Посмотрите, как оно красиво поднимется и какое оно будет рыхлое и насыщенное кислородом. Шапочка. Полотенечко. И в теплое место. Давайте проверим желудочки. Ай, какая вкусная. Друзья, желудочки практически готовы. Давайте всыпем сердечки. Все делаем в одной посуде. И будем варить еще все вместе минут 40. Как вода закипит, 40 минут. Ну вот, друзья, сердце и желудочки сварились. Давайте на 10 минут забросим печенку. Только не стоит ее варить больше, ребят, потому что она будет сухой. Буквально 10 минут ее. Буквально 10 минут после кипения воды. Друзья, наши субпродукты варились примерно 1:20. Они готовы, давайте их мы и выключим. Только не вынимайте, пожалуйста, их из бульона. Пусть в этом бульоне они остывают, только накройте крышкой. Ну, друзья, наша начинка остыла, давайте его прокрутим на мясорубке. Ребята, крутить на мясорубке нужно хотя бы на решетке 4. На 2 не надо, потому что это будет паста. А нам нужно немножко крупные фракции. 4 подойдет идеально решетка. Ребята, 2 столовые ложки масла. Сейчас масло нагреется, будем раньше обжаривать наш лучок. И будем обжаривать лучок до золотистой корочки, ребят. Друзья, мы бульон не выливали, где варились наши субпродукты. Мы его профильтровали и будем добавлять, чтобы наша начинка была сочной. А пока мы обжариваем лучок. Специи для нашей начинки. Мы взяли четверть ложечки чайной мускатного ореха, пол чайной ложки чеснока сухого и четверть ложечки дробленого черного перца, ребята. Это важно. Берите дробленый перец. Друзья, лук становится прозрачным. Давайте мы добавим специи. Немножко их прогреем с маслицем.
Вот так. И перемешаем все вместе. Вот запах какой классный, а? Давайте немножко меньше огонь сделать, чтобы у нас не горело. Отлично, все, ребят. Чтобы не горело у нас. Значит, друзья, лук обжарили со специями, добавили начинку. Перемешаем хорошо, ребят. Сделаем маленький огонь. И добавим еще бульончик. Я еще добавил четверть, ребята, ложечки сахара. Печеночка любит сахар. И сейчас мы попробуем начинку нашу. Получился сказочный вкус. Честное слово. И бульончик пригодился. Начинка, смотрите, какая сочная получилась. Ребята, давайте шикарную начинку нашу пересыпем в чашу. Пусть на себя остывает, а мы займемся тестом. Смотрите, какая красота. Видите? Вот так. И пусть себе остывают. Друзья, смотрите, как раздышалось наше тесто, а? Посмотрите, какая это красота. Возьмем муку, присыпем на досточку. Много муки нам не надо. Мы забьем наше тесто шикарное, дышащее. Просто для того, чтобы оно не липло к рукам. Смотрите. Посмотрите, какое шикарное получилось у нас тесто. Мягкое, не забитое, воздушное тесто, ребят. Давайте смочим сейчас в руки маслица. Немножко маслица на доску. И будем формировать шарики. Вот так. И накроем. Друзья, поставили сковородку на огонь. Нальем маслица. И пока масло будет греться, мы будем лепить наши пирожки, ребят. Друзья, начиночки берем много. Вот так застегиваем. Вот так. И прижимаем. Кстати, какой красивый. Мягкое тесто. Видите, какое мягкое тесто? Как всегда, растягиваем. Начиночку не жалеем, ребят. И закрываем. Ребята, тесто липкое, но оно будет очень воздушное.
Вот такой красавчик у нас получается, ребят. Вот такие красавцы, ребята, у нас жарятся. Посмотрите, какое тесто, какие уже пузырьки. Вы видите, какие пузырьки у нас на тесте? Даже тесто задышало, видите? Класс. Ну, давайте перевернем его уже, этот можно перевернуть. Посмотрите, какой красавец получается, ребят. Посмотрите. Друзья, смотрите, сколько начинки. Начинки я не жалею, пирожки делаю для себя. Ну и потом очень легко берем один край, закрываем, прижимаем, формируем и закрываем. Ребята, посмотрите, какие это пирожки сказочные. Ложите его. Вот так. Все. Вот он себе жарится. Здесь уже пожарился. Здесь уже готовый. Можно вынимать. Начиночка, не жалеем. Начиночку. Видите, точно рассчитали. Ну, еще бы один получился, я думаю. Вот так, видите, сделали. Одну часть натянули, приставили сюда, нахлестом, нахлестнули и закрыли. Все, ребят, все. Вот это у вас ребрышко получилось. Это ребрышко одели сюда и завернули в пирожок. Все. Все, ребят, пирожок готов. Это секрет, ребята, сода. Сода работает с дрожжами вместе. Друзья, вот такие пирожки у нас получились. Ароматные, начинка обалденная. Пирожки с ливером. Как пух, ребята, посмотрите, как пух пирожки. Давайте посмотрим, какие они внутри. Посмотрите. Покажи. Посмотрите, какие они внутри, ребят. Смотрите, сколько начинки. Какие они мягкие, ребят. Давайте их попробуем. Обалденно. Обалденные пирожки. Ребята, тесто, ну, пушистое, пух, начинка ароматная, сочная, очень вкусная. Только соблюдайте пропорции, ребята. Очень вкусно у вас получится. Через сколько начинки и какое тонкое тесто. Тесто мягкое, пух. Посмотрите. Друзья, я вам советую сделать такие пирожки с ливером и не пожалеете. Всем мира, добра, всего самого наилучшего, ребята. Всех люблю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До следующих вкусных рецептов.
Всего доброго. До свидания.